Всем привет! Сегодня приготовлю очень вкусный, быстрый шоколадный торт, который прекрасно подойдет на любой праздник, день рождения, Новый год. Готовить я буду на 2 яйца, тортик выйдет у меня небольшой, но под видео я оставлю вам рецептуру бисквита на 4 и на 6 яиц, и на 2, естественно. Итак, что мне сейчас потребуется? Сейчас я буду готовить бисквит. Конечно же, 2 яйца я всегда беру для своих тортов, для бисквитов категорию 1С. Яйца, температура. Я заметила, что теплые яйца, то есть яйца комнатной температуры, взбиваются немножко быстрее, чем холодные из холодильника. Хотя это не особо принципиально. Можете брать, какие у вас есть, как удобно. Соль для вкуса, для баланса вкуса. 32 грамма муки. Вот мука, значит 17,5 грамм какао, ну можно 17 грамм какао и 12 грамм кукурузного крахмала. А также нам потребуется сахар 60 грамм. Ну вот и все. Начинаем приготовление бисквита. Поскольку сам тортик у меня будет небольшой, поэтому яйца я буду взбивать в таком вот пластиковом стаканчике пластмассовом, чтобы яйца быстрее взбились. К яйцам добавляю малюсенькую щепоточку сольки, буквально символически, и всыпаю весь сахар. И теперь буду взбивать миксером до хорошего плотного состояния. Значит, как взбиваются бисквиты? Я уже говорила в предыдущих видео, сейчас быстренько повторю. Бисквит взбивается, если полностью яйца не отделяем желтки от белков, сахаром, ну, не меньше 7 минут. 7, 8, иногда 9 или 10 минут. То есть состояние должно быть плотное. На 3-й минуте они заметно побелеют, увеличатся в объеме, но будут еще жидкими сильно, как вода. Дальше взбиваем. На 5-й минуте они будут уже оставлять след от венчика, но все равно будут еще, знаете, недостаточно плотные. Ну, поскольку у нас здесь 2 яйца, я сейчас засеку, скажу, сколько у меня взбивались. Может быть, и 5 минут хватит. Так начинаем взбивать. Посмотрите, друзья, на 5-й минуте на 2 яйца мне хватило. Насколько плотная масса, насколько след оставляет от венчика. Посмотрите. Запомните правило. Хорошо взбитые яйца – это залог пышного бисквита. Это правило распространяется на все виды бисквитов. Когда яйца взбились, я сухие продукты соединю сейчас все вместе. Это 12 грамм крахмала, 17 грамм какао и 32 грамма муки. Соединяю, перемешиваю венчиком. Вмешивать в тесто я буду лопаткой. Очень аккуратными плавными движениями, чтобы, конечно же, наша уже воздушная масса не осела. Беру нашу массу. И еще момент, друзья, вы 100% замечали, что какао, вот когда работаем с какао, то какао любит комковаться. Поэтому, если мы не просеем через сито, то эти комочки при вымешивании не разойдутся. Получается, эти комочки и будут так в бисквите, когда он выпечется. Поэтому лучше, конечно, я буквально вот в 2 приема сейчас просею. Посмотрите. И плавными движениями снизу вверх, аккуратненько, лопаточкой вымешиваю. Духовой шкаф я включила на разогрев на 200 градусов. Я всегда ставлю разогреваться немножко на большую температуру, чтобы она накалилась равномерно, моя духовка. А выпекать я буду при температуре 170 градусов. Еще буквально пару аккуратных движений. И вторую часть.
И также форма у меня с разъемным дном. Вообще, я покупала эту форму в моем супермаркете «Аврора», и я хотела, у меня была уже одна форма 18 сантиметров, я хотела просто две одинаковые формы. Но когда пришла домой, увидела, что она меньше. Сначала расстроилась, а теперь, знаете, такой размер идеально подходит для вот таких вот тортиков. На 2 яйца, такие, знаете, не очень большие, аккуратные, как бы не бента, но и в то же время очень такие хорошие тортики. Получается, все, выливаю туда бисквитное тесто мое, в эту форму. И аккуратненько разравниваю лопаткой. Все готово. Ставлю выпекаться. Температура 170 градусов. Время выпечки здесь очень небольшое. 15-20, максимум 25 минут. Кстати, смотрите, каждый по своей духовке. То есть шпажка. Вставляем шпажку через 15 минут и посмотрите. Если шпажка выходит сухая, все, бисквит готов. Передерживать в духовке тоже нежелательно. Тогда он просто будет пересушенный. Нам это тоже не надо. И пока у нас выпекается бисквит, я сразу же готовлю крем. Для этого мне нужно 250 грамм сметаны. Сметану лучше брать, конечно же, с высокой жирностью. И 100 грамм сгущенного молока. Если вы не любите очень сладкие торты, можно взять 90, допустим, грамм. В крем также добавляю 1 столовую ложку какао-порошка. И аккуратно миксером, буквально не больше минуты, просто смешиваю все ингредиенты. Все, крем готов. В качестве пропитки можно бисквит пропитать или сахарным сиропом, молоком. Для шоколадного бисквита отлично подойдет. Или сделать, как я. На 80 грамм воды я добавляю примерно 1 столовую ложку абрикосового джема. У меня апельсиново-абрикосовый. И размешиваю. Итак, друзья, бисквит мой выпекался 18 минут, там 17,5-18. Все, я его достала из духовки. Сейчас пройдусь по краям ножом, переверну форму, достану бисквит и дам ему остыть, ну, буквально минутку-другую, и буду разрезать на 2 коржа. Форма остывает довольно быстро. В принципе, переворачивать не нужно, он маленький. Горячий еще. Послушайте, друзья, как он разговаривает с нами. Ну все, не буду его мучать, пускай чуточку остынет и разрежу его. Пористый, влажный, замечательный бисквит. И капушку, немножечко верхушечку срежу. С нее это я посыплю бока торта. Крошку превращу в нее и посыплю бока торта. Собираю торт. Данного количества крема мне хватит для промазки торта и для его украшения. Для начала я делаю пропитку первого коржа. Пропитку пропитывайте по своему усмотрению, кто больше, кто меньше, можно вообще не пропитывать. Если бисквит вы настаиваете в холодильнике, даете отлежаться, влага в нем равномерно распределяется, и его, кстати, можно даже не пропитывать.
Большинство бисквитов, практически все, но не все, они нуждаются, прям нуждаются в том, чтобы им отлежаться. Я же хорошенечко его пропитаю. Пропитывать можно как сахарным сиропом, молоком. Бисквит любит шоколадное молоко. Так, все, хватит. После пропитки выкладываю крем. Крема выкладываю немножко меньше половины. Визуально делю пополам. Дальше сверху выкладываю второй корж. И пропитка. Кстати, такой тортик на эту рецептуру вы можете сделать диаметром, например, 16 сантиметров. Тогда он будет немножко выше. У меня практически вся пропитка ушла. Сейчас посмотрю. Да, идеальные пропорции. И крем сверху на корж. Кремом что осталось? Я обрабатываю верх торта и бока. Оставлю для украшения, но это лично мое желание, буквально 2 столовые ложки крема. Если же вы не планируете украшать тортик, так как я хочу попробовать это сделать, то можно весь крем использовать в торт. Максимально ровненько прохожусь по поверхности и бокам торта. Бока торта посыпаю шоколадной крошкой. То есть бисквит, который я немножечко сверху срезала, я посыплю бока торта. Это будет мое украшение. Также к крошке можно добавить пару грецких орехов, как я сделала, и будет очень тоже красиво. Посмотрите, уже получается такой красивый рождественский торт. И сверху я посыплю какао. У меня ситечка не очень мелкая, крупная дырочки, поэтому я через 2 ситечка буду. Посмотрите, как красиво получается. Сейчас аккуратненько посыплю верх торта какао. Прекрасный вид. Прекрасный торт получается. Посмотрите, сейчас я уберу. Уже в какой раз. По бокам все вытру. Красота. Его можно уже и так оставить, но я же все-таки хочу кое-что добавить. Не знаю, получится, нет, ну попробую. Ура, чуть-чуть получается. В общем, произвольные вот так вот выдавливаем. Я взяла, берите любую насадку, какая у вас есть. Все равно все получится очень красиво. Крем все-таки сметанный, поэтому он не очень плотный. Но, в принципе, меня это устраивает. Вы знаете, такой, как магазинский. Очень. Все, я больше... Хочется еще что-то добавить, но с моего опыта я знаю, больше не надо. Друзья, посмотрите, шикарный тортик получился. Просто быстро, вкусно.